Я наткнулась на объявление о наборе в школу усыновителей. Замелькали детские фотографии, внутри что-то ёкнуло. Поначалу муж не оценил мой порыв, но спустя немного времени мы договорились съездить туда хотя бы ради любопытства, рассказывает Светлана. Крестинины пришли на День Аиста вместе с другими желающими стать усыновителями. Среди них были те, кто потерял малыша, кто-то не мог зачать по состоянию здоровья. Эти истории затронули супругов, вспоминает Светлана. Они отучились в школе усыновителей и их отправили в командировку в маленький городок в другом регионе. Придя в одну из местных больниц по рабочим делам, Крестинины мельком увидели малыша, который в свои 8 месяцев выглядел как новорожденный. Маленький, всего 3 килограмма, истощенный, с пролежнями, привязанный к кроватке, мокрый. Хватило секундной встречи, чтобы маленький сжавшийся комочек со вселенской тоской в глазах запал мне в душу. Ни жалости, ни желания спасти и помочь, ничего я тогда не испытывала. Просто мгновенно поняла, это моя судьба, рассказывает сибирячка. Супруги Крестинина узнали, что от мальчика отказались 50 семей. Они прошли все необходимые процедуры и через месяц забрали Кирюшу к себе. Когда Светлана с мужем забирали Кирюшу, еще не было понятно, что с его здоровьем, но проблемы начались с первого же месяца. Кирилл не мог сидеть, не воспринимал окружающих, порой у него резко подскакивала температура до 40-41 градуса и появлялась странная сыпь. Скорая практически прописалась по нашему адресу. О серьезности случая первой заговорила врач, реабилитолог и массажист. Она, осмотрев сына, назвала предположительный диагноз ДЦП, вспоминает Светлана Крестинина. В семье начались суровые дни жизни, с особенным ребенком война без права на отдых. Жизнь превратилась в один непрерывный стресс. Кирилл не выносил прикосновений. Долгих 3 года я миллиметровыми шагами приближалась к тому, чтобы сын позволил дотрагиваться до себя. Не терпел он и одежды, а уж про обнимашки и поцелуи и речи не шло. Истошный крик, истерика, битье головой было реакцией на любое взаимодействие, рассказывает Светлана. Окончательный диагноз Кириллу поставили только в 11 лет, сочетанная хромосомная патология. Потеряно 75 генов, что сильно затрудняет развитие ребенка. Сейчас Кирилл учится в 4 классе. Это коррекционный класс направления Б, то есть абсолютно необучаемые ребятишки. Супруги Крестинины все последние 10 лет посвятили мальчику. Пережили потерю работы, нищету, но все выдержали. Они максимально восстановили Кирилла. С виду он почти не отличается от своих ровесников. Дома он сам себя обслуживает. Может говорить простыми предложениями, в которых не больше 3 слов. И для него это достижение. Благодаря большому труду Крестининых Кирилл стал паралимпийским чемпионом по плаванию. Занимается он в школе Олимпийского резерва, тренируется в команде, во всем слушает тренера и добивается успехов на состязаниях. В его копилке больше 30 призовых мест и медалей, 2 из которых паралимпийские. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.